Здравствуйте! Как снять темное проклятие со второго акта? Если вы так же само, как и я, уже после Кеттерика Торма решили отправиться во врата Балдура, и вдруг вам выходит Хальсин с кислой миной, говорит, что останется в лунных башнях для решения проблемы. В таком случае у нас компаньон отпадает. И как-то на душе нечисто оставлять всю землю темному проклятию, тем более для паладина. Во-первых, нужно делать не так, как я, а до Кеттерика Торма разобраться со всей этой проблемой, иначе игра может забаговаться, как это и произошло в моем случае. Но решение есть, и я вам сейчас все по пунктам расскажу. Для начала нам нужно сбегать на поле боя и встретиться с Оливером. Он предложит сыграть в прятки, найти его можно будет за этой тележкой. Далее разобраться с его родителями, и на этом я думал, что уже конец. Пошел по основной ветке. На карте у нас подсвечивается, будто бы там есть какая-то миссия. Не обращайте внимания, видимо какой-то баг. Мы отправляемся в таверну и бежим на первый этаж. Если задание проходится до Кеттерика Торма, в таком случае Арт Кулах будет жив, но его нужно будет разбудить. Для этого нам понадобится найти лютню, которая вроде как находится в доме исцеления. Но это не точно, потому что я только мельком глянул, как его пройти. Как вы понимаете, я этот квест выполнял по-другому. Во втором случае, когда Арт Кулах или Кулах лежит мертвый, нам нужно использовать свиток или заклинание разговора с мертвецами. Кликаем на любые вопросы, чуть позже у нас появится тот вопрос, который нас интересует. Я ищу Таниэля, где он? Мертвец говорит, что Таниэль находится там, где пахнет лавандой. Нам это ничего не говорит. И как вы понимаете, в заданиях тоже ничего не указано. Но где находится Таниэль, знает только Хальсин. Самого Хальсина в нашем лагере нет, потому что после победы над Кеттериком он сказал, что прекращает с нами путешествие и останется на этих проклятых землях. А отправляемся в лунные башни. И прямо за дверью он у нас прячется. Общаемся с ним, и он говорит, что будет ждать нас на берегу у последнего света, то есть рядом с таверной. Мне тут слегка повезло, так как Хальсин ушел совсем в другую сторону, а на карте буквально до перемещения показалось место, где он будет нас ждать. Бежим туда и по прибытию обнаруживаем, что Хальсина тут нет. К тому же и на карте он указан, что находится в лунных башнях. Я прибежал снова в лунные башни, везде его обыскался, так и не нашел его. Думал, что квест окончательно забаговался, но решил, что возможно он слишком долго ходит, а мы в это время отдохнем в лагере. Да, вы все правильно поняли. Спим и отправляемся снова в таверну, а точнее к берегу. На этот раз он нас уже ждет. Общаемся с Хальсином и понимаем, что квест действительно забаговался, потому что друид говорит, что на лунные башни только вот готовится нападение, и что Кеттерик во второй раз, когда будет с нами драться, окажется в разы сильнее. Хотя самого Хальсина мы нашли в лунных башнях, и Кеттерика тоже давно уже убили. Видимо, этот момент как-то не просчитали. Узнаем, что Оливер — это темная сторона Таниэля, а сам Таниэль находится в другом каком-то мире. Хальсин туда отправится один, а нам в это время нужно защищать проход от теней. Врагов, конечно, много, но по сути ничего сложного. Я использовал ледяную бурю, а чуть позже поставил огненную стену. Самое главное, не давайте бить по телепорту. Успешно задефались, Хальсин вместе с Таниэлем отправляется в лагерь. Летим за ним следом, чтобы узнать дальнейшие наши действия. В общем, вот теперь нужно найти Оливера, где у нас указана метка по заданию, и привести его к Таниэлю, чтобы они обнялись, поцеловались и начали жить дружно. Тут по желанию я лично взял с собой друида ради парочки диалогов. Отправляемся к Оливеру. Он находится рядом с полем битвы. Просто так он сдаваться не хочет. Прыгаем за ним в портал. Деремся, ломаем защитный барьер и переманиваем его на добрую сторону. Да, диалоги с Мишкой выглядят как-то так. Отправляемся в лагерь, общаемся с Таниэлем и Хальсином. Теперь друид будет нашим компаньоном. А перед вратами Балдура получаем уже хороший финал второго акта. Наблюдаем, как вся территория начинает заново возрождаться. Поздравляю! Второй акт покидаем с чистой совестью. Спасибо за просмотр, до скорых встреч!